Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером собрались у экранов своих гаджетов. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую, Александр, приветствую наших уважаемых и почитаемых зрителей. Да, действительно, спасибо всем большое, что ждете, спасибо, что дожидаетесь. Несмотря на все технические трудности, мы с вами. И это, я считаю, самое что ни на есть главное, да, и самая большая ценность, которая у нас есть. Действительно, очень важно поставить лайк этому выпуску, конечно же, написать пару комментариев и поговорить сегодня есть о чем на самом деле. И очень такая напряженная геополитическая обстановка, ситуация вокруг Украины, да и в самой Украине, бог весть что творится. Лютует ТЦК, рушится потихоньку фронт, причем на таких местах, которые абсолютно предсказуемы. Вот что самое главное. И комбаты бунтуют. И вроде как заговорили о целой фронте, которая может организоваться против командования Сырского, а соответственно и Ермака Зеленского, потому что, очень уж резкие заявления перед рапортом отдельных комбатов, как у 47-й Магуры. Значит, как всегда, наш эфир традиционен. QR-код возле меня, возможность ворваться в него непосредственно. Если работает этот сервис, переходите, задавайте вопросы, они появятся на экране. Отдельная благодарность всем, кто использует суперчат, суперфункции. Хорошая история, чтобы поддержать канал. Спасибо вам большое и становитесь спонсорами канала, если смотрите регулярно. Ну и подпишитесь, если не подписаны, потому что половина смотрит без подписки. Как всегда, в конце будут вопросы. Если на все не успеем ответить, Игорь Мосейчук на своем YouTube-канале отвечает позже. И так более основательно в своих эфирах, поэтому следите. И заблаговременно в сообществе YouTube и клубе зрителей в Telegram можно задать вопрос. Ну а чат трансляции подключим в финале. И самое интересное, вопрос нашего эфира. Он продиктован свежей социологией КМИС, где почему-то возник Мураев и почему-то не стало Залужного. Эта социология подтверждает предыдущую, 74% доверяют Зеленскому. И, конечно, знаете, в такой-то важный период для страны, переговорный, меморандумный с американцами, 74%. Вопрос такой нашего эфира: доверяете ли вы Зеленскому? Ну и варианты ответов. Доверяю, не доверяю, сложно сказать. Не порчу результат, посмотрю итоги. Это если люди из Российской Федерации или там не живут в Украине и в принципе, знаете, то есть не могут отвечать на вопрос. Вам сюда. Очень интересно, что, понятное дело, сейчас лидирует пункт «не доверяю». Как бы вы проголосовали, а я знаю, что вы голосуете в вопросах, успели ли и что нажали? Успел, естественно, нажал второй вариант. Александр, не доверял, не доверяю. И я не знаю, что должно произойти на планете, чтобы начал доверять. Дело в том, что ровно 7 лет назад я стоял на своем месте в Верховном Совете, в парламенте. Мое кресло, вы, может, даже помните, было в проходе. И мимо шел этот человек. Только не 7, а 6. 6. 6. Седьмой пошел, да. Мимо шел этот человек. Шел принимать присягу. Это все проходило на моих глазах. Я слушал 17 минут лжи, брехни, по-нашему, по-украински. Я понимал тоді точно так, как понимаю сейчас, что он лжет. Я тогда в эфирах говорил и сейчас говорю в эфирах. Это зло. К сожалению, наш мудрый народ решил, что надо избирать из двух зол. Понимаете? Поэтому я во втором туре выборов пошел и вычеркнул обоих. Мне говорят, ты перевел бюллетень, а я отвечаю.
Зато я по утрам смотрю в зеркало, своим детям в глаза, отцу, теще, супруге, друзьям. Я честен сам перед собой. Как бы это не звучало, возможно, пафосно или тому подобное. 6 лет лжи, 6 лет коррупции, 6 лет мародерства открытого, 6 лет демонтажа украинской государственности, ну и последние 3 года утилизации украинского народа. Это путь от актера до зеленых гнид. Я сегодня пересмотрел это инаугурационное выступление, пересмотрел этот ролик, когда Зеленский идет в парламент, обнимается, целуется с людьми, которые пришли посмотреть и поддержать его инаугурацию. У меня, знаете, какой вопрос возник, Александр? А сколько этих людей уже нет с нами? Сколько вместо них флажков стоит? Самая большая трагедия не только там ложь, корупція, мародерство, велике крадівництво, заработок на крови на войне, даже на плен. Самая большая – это то, что войну можно было не допустить. Я в этом твердо убежден. Владимир Александрович, несмотря на свои слова в инаугурационной речи, где он говорил, что войну надо останавливать, он там сделает все возможное, он наоборот сделал все, чтобы войну привести. И даже в конце, уже когда это нависало, когда, будем говорить, вот, веяло, дышало этим смертью, войной, он выходил на Мюнхенской конференции и НАТО ядерное оружие. Ну ладно НАТО, там есть с кем ответственность разделить. Но постоянные рассказы о ядерном оружии, даже Камала Харрис подошла, говорит, вы что, самоубийца? Нет, он не самоубийца. Он все четко понимал и понимает. То, что на протяжении 6 лет, 6 лет, я прошу всех обратить внимание, происходило и происходит с нашим народом, такое впечатление, что просто отыгрывается сценарий. Мгм. Сценарий по демонтажу государственности и утилизации народа, и освобождения для кого-то или для чего-то земли нашей. Ну, такая кульминация пройдена этого сценария. Нет, нет, нет. Я скажу так. Вы вчера видели, наверное, реакцию. Вот вообще, знаете, когда перед переговорами или перед там, звонками, да, такими вот серьезными переговорами, которые касаются про Украину без Украины, Зеленский выходит и ее начинает прорывать. То он там наговорил на Новинского, что тот там переговоры, ну, вел какие-то с ним о чем-то. Кстати, думаю, что он в ближайшие дни посмеемся в обратную сторону. Есть такое у меня чувство. То вчера он выдает: мы не отступимся от НАТО. Это в нашей конституции. Это, смотрите, это
конкретно вчера он сказал о том, что я буду продолжать войну. Войну без цели политической, без цели военной, просто войну. Вот это эти слова. Почему? Расшифровываю. Действительно, НАТО было внесено парламентом 8 созыва. Это политическая предвыборчая история Петра Алексеевича Порошенко. Я не раз говорил, повторюсь у вас в эфире, я считаю своей самой большой политической ошибкой это голосование, что я повелся на уговоры и тому подобное. Голосовать нельзя было только по одной причине. Внесение изменений в Конституцию в части НАТО противоречит преамбуле Конституции, которая есть главенствующей, и декларации о государственном суверенитете, которая есть фундамент. Зеленский это знает. И вчера, говоря вот это о НАТО, что оно у нас в Конституции, он врал. У него же Конституция где? На паузе, правильно? Я же не ошибаюсь, ну это же его слова. А тут, оказывается, Конституцию он защищает. Стремление в НАТО. Ну и самое главное, практическое. Ребята, ну нам уже сказали, идите нах, мы вас не возьмем. Сказали основные страны, члены НАТО. Даже те, которые сейчас кричат, рвут рубаху, что нас поддержат. Да не Трамп сказал, это еще при Байдене было сказано. Трамп повторил, если про Америку. А Германия, которая поддерживает, да, вот она прямо сказала, что это самое, что не видит. Пока. Но нам пока, то есть вот эту морковку, что когда-то увидят, перед нами тягают с 2004 или 2003 даже года. Я, ну, запамятовал точно. Ну, это еще при Кучме началось, ну, история. Что он защищать собрался? Ну, давайте, вот смотрите, Александр, если бы социология работала, именно социология, не вот этот бред, который нам на колени рисуют, там 74, ну еще что-то, а именно социология. И на нее не влияли политические репрессии, расправы, отправки на фронт, ну и так далее, и так далее. Я бы хотел спросить, опросить ребят, которые в окопах. Кому они нужны? Не-не, подождите, опросить, мы же про НАТО. Мы сейчас к ребятам, ну, мы вернемся. Вы же анонсировали, мы поговорим об этом. Я бы у них спросил, они за НАТО воюют? В командиров бы их, ну, спросил. Понимаете? А отвечая на ваш вопрос, кому они нужны? Они нужны. Только для чего? Большой вопрос. Вот как Магура сказал, не хочу принимать участие в политических играх. Проводить военные операции ради каких-то политических игр, пиаров, ну и так далее, и так далее. У вас в эфире, ну, в миллионах эфирах я задавал вопрос по Курской авантюре. Цель. Может кто-то, ну, назвать? Зеленский нам 8 разных целей называл, ну, за период этот долгий этой Курской авантюры. Теперь мы видим Курскую авантюру 2.0 с Теткиным, где тупо, когда шло тупое контрнаступление, анонсированное на Работино, в котором, кстати, Магура принимал участие, то это хоть можно было бы понять, потому что Работино – это украинская земля. Теткино что нам должно дать? Теткино нам обменяют на Донецк, Луганск, Симферополь, Бердянск, Мариуполь, ну, Мелитополь. Теткино нам зачем?
какая военная цель атаки на Теткина? Вот это ключевой вопрос, на который я ж перезвонил, там у меня ж куча знакомых, друзей, кто воюет, никто же ответить не может. Говорит, тот Генштаб приказал, ну и ребят туда отправили. Понимаете, ну, я дико извиняюсь, вы угандошили лучшее подразделение во время первой Курской, ну, авантюры. А теперь что вы делаете? Мне говорят, вы говорите утилизаторы, ну так нельзя, так, а как это? Ну, вам командир боевой, вам не Мосичук, а командир боевой сказал, что я не буду принимать участие в авантюре, которая ради политических, ну, пиаров, выгод и тому подобное. Это же не я сказал. Проходят сутки, увольняют второго командира, и он молчать прекращает и говорит, идите колотить, а меня же уволили за то, что я вывел бойцов, чтобы они не погибли с какой-то хрени под Покровском, населенного пункта небольшого, которая не имела, ну, тактически никакого значения, но они в плен не попали, головы не сложили, ну, не погибли. И это самое. Александр, полчаса перед тем, как, ну, перед эфиром, отдыхал и читал личные, ну, сообщения. Каждое пятое пропавшее без вести просьба помочь найти. Из них 2/3 Курская область. Понимаете? То есть, ну, это никому не нужны. Ну, нужны для того, чтобы пиариться, политику делать, бабки пилить, ну, для чего угодно, но не для той функции, для которой предназначены вооруженные силы Украины. И вот эта история с бусификацией, да, она же показательна. И даже история с формой. Там Гончаренко, не Гончаренко, ну это он опубличил. Мы об этом раньше, ну, говорили. Но он опубличил нормально в парламенте, ну, сказал, пускай будет. Какая реакция? Вы же посмотрите, истерика. А почему истерика? А потому что люди, подразделения, негодяи, которые дискредитируют, ну, вооруженные силы, были бы в другой форме, их бы всех видели. И они бы не подрывали доверие к вооруженным силам, к ребятам, которые, ну, действительно защищают страну, которые, как вы говорите, кому они, ну, нужны. Такая истерика всех вот этих проплаченных этих и прикормленных, и прибарбашорпенных этих командиров, ну и всех там на экраны бегом, подонки, всех, кто против ТЦК, это святые люди, элита вооруженных сил. Я скажу, понравится это кому-то, не понравится, но я скажу, что всех, кто публично поддерживает ТЦК, должны понести наказание. Потому Какое? что, Какое? в смысле, вы имеете в виду, какое физическое Ну, наказание? что такое наказание в нашей стране? Смотрите, Смотрите, в нашей стране наказание это когда ты говоришь: Вова, давай иди на переговоры, оказываешься в СИЗО, несмотря что ты политик. В нашей стране наказание это там какой-то репост, что-то еще. Санкции тоже наказание, если там чего-то говоришь, то, что не нравится, или там как-то бросает тень на Солнцеликова. Ну, то есть в нашей стране, смотрите, вот эта планка наказаний ушла сюда. Это не просто там политическая ответственность. Взяли, убрали с должности. Взяли, показывали на экране, засунули под лавку. То есть все, больше тебя никто не покажет, ни один канал, никто, вообще никакой СМИ. Это было раньше. Сейчас с этим режимом за вот эти 6 лет, о которых вы начинали говорить, эта планка возросла, ну, фактически до чуть ли
ну, не знаю, заточения, расстрела, понимаете? Александр, когда я говорю о наказании ТЦК, о наказании мародеров кровавых и так далее, я не имею в виду, что они будут наказаны при диктаторском режиме узурпатора Зеленского и его зеленый гнид. Нет, они не будут наказаны. При этом режиме посадят и засунут под санкции всех журналистов. Притом даже тех, кто сейчас служит власти, они должны понимать, что через год-два они будут на месте Шелеста под санкциями или на месте Дубинского в СИЗО Лукьяновск. Понимаете? Это, ну, то их непонимание, это их непонимание. Но я твердо убежден, что режим падет. И я убежден, что нас ждет большой процесс. По-другому страна жить не будет. Понимаете? Она не сможет, ну, жить дальше, если не будет судебного процесса. Судебный процесс над режимом и его пособниками, а всех, кто поддерживает ТЦК, вот, смотрите, я считаю, ТЦК работает на Кремль. Вот мое личное мнение. Зачем нам враг и диверсант, если у нас есть люди, которые придут в центре города, дадут кому-то в дюндель, эпилептику, у него начнется припадок, выкинут с машины посреди улицы, это все будут видеть. А потом Так скажут, а это так и было. да, да, и зачем, ну, а у человека, человек думает, а как, зачем защищать страну, где, ну, вот, понимаете, да? Так зачем диверсанты? Ну, зачем нанимать диверсантов, если вот они, вот. Целые общественные организации. Вот в Одессе. Я вчера опубликовал расследование. Україна це мати. Вот такое громкое название. Громадская организация. Маты, Правда, маты в смысле мать, мать. а не Да, мать-перемать. да. Э, удостоверениях пишут добровольческий батальон УЦМ. Ну, хотя зарегистрированы как общественная организация. Удостоверение их стоит 2-3 тысячи долларов. Почему такая цена? Потому что тебя тогда не мобилизируют, не схватят на улице. Платишь 2-3 тысячи или принимаешь участие в бусификации своих соотечественников, земляков, бегаешь, помогаешь ТЦК в Одессе ловить. Вот мы с вами кадры, помните, видели в Одессе? Так они Потом, продолжаются, да. не, я имею в виду потом, хоп, а там оказывается не ТЦК, а какие-то Васи. Или приходят с обыском, полиция, ну, не Мосійчук придумал, полиция приходит с обыском в офис Украина це мати, ну, це общественная организация. А там 25 чистых повесток с подписью Одесского военкома Пуйка. Кого надо вписали, мы в общественной организации. Так это не диверсант. А потом этот Пуйко уже соревнуется, пытается догнать Борисова по количеству квартир, там, ну и так далее, предшественника. А почему? А потому что Борисова поймали 2,5 года, но приговора до сих пор нет. Нету приговора. Сидит 2,5 года и сидит. Хотя все понимают, а что же расследовать, ну вот все, ну, журналисты все, да, показали, вот мы рассказываем. Поэтому дискредитация вооруженных сил Украины идет параллельно с утилизацией самых боевых подразделений и самых мотивированных подразделений. Дискредитация ЗСУ – это еще демотивация людей защищать страну. Поэтому у меня лично никаких сомнений нету, что зеленые гниды
Работают, ну, на кого угодно, в первую очередь на себя они, конечно, работают. Ну, точно не на украинское государство и не на каждого из нас, как там Зеленский говорил. Каждый из нас президент. Поэтому это вещи, вот Курская авантюра, Теткино, увольнение одного комбата, второго. Обратите внимание, Александр, я уже слышу шаги. Не хочу спугнуть, но вот эти заявления, они шагами по коридорах Банковой. Ведунья, знаете, такое украинское слово. Почему? Потому что один офицер, второй офицер, третий, пятый, десятый, а потом они придут и спросят зеленый гнид на Банковой, почему вы, суки, в танке не сгорели. Ну, то есть Получится. вы думаете, что будет нечто подобное на Пригожинский марш справедливости? Смотрите, я не хочу сравнивать с Пригожинским маршем ничего, что может быть, но я не исключаю, что военные могут взять ответственность за ситуацию в стране на себя. Есть много вменяемых военных. Это же нам показывают, ну, невменяемых, тех, кто там языки из зеленых задниц не повытягивал, в барбершопах сидят, ну, понимаешь? Есть множество адекватных военных, которые видят вот это млядство все, которое происходит, видят, как на утилизацию отправляют. И я не исключаю, что это как один, ну, из вариантов. Я же не говорю, что так будет, ну, 100%. Но один из вариантов вполне возможен. Потому что это люди, которые сформировались. И среди них есть тоже гниды, тоже коррупционеры, мародеры. Но среди них есть и множество порядочных людей. Людей, которые понимают, что страну ведут не туда. В историях многих диктаторов были попытки, где-то успешные, где-то неуспешные, военных взять ответственность на себя. Это было в Третьем Рейхе, как мы помним. Это было в других странах и в других моментах. Где-то вышло, где-то не вышло. Но вот это не звоночек. Вот эти заявления двух комбатов, да, разных, с разных направлений. Это набат для банков. Понимаете? Поэтому, ну, мое личное мнение, основанное на общении со многими военными. Плюс до того, ну, Александр, каждое движение зеленых гнезд с Банковой, из Кабмина ухудшает ситуацию вооруженных сил. Ухудшает вообще положение страны, положение народа. Я сейчас скажу инсайт, я его только сегодня узнал. После стамбульских переговоров Российская Федерация прекратила, и я так понимаю, наши согласились, кивнули, как это происходило, не знаю, это хай Умеров рассказывает, он же там был. Российская Федерация прекратила консультации по личностях, которые идут на обмен. Что имеется в виду? Раньше ГУР наш запрашивал, давайте будем менять девочку Надю, бойца Петра, у якого туберкулез. Ну, понимаете, да? То есть могли указать кого и как. Нет. После Стамбула списки на обмен готовит Российская Федерация. От кого захотят, того и вставят. Приехали. Еще одно, ну, улучшение. У нас же позиции улучшаются каждый день. Вот еще одно улучшение на лицо. Понимаете, все, что мы наблюдаем, это какой-то бурлеск, это какой-то мляцкий цирк, который перед нами ставят,
мы смотрим, а народ в стране запуган. Люди боятся говорить. Вы правильно? Ну, если народного депутата можно посадить в СИЗО за слова «иди на переговоры», то что с Петром, Семеном, Иваном, Галей? Его можно бусифицировать и отправить на утилизацию. Что, собственно, происходит на местах с теми, кто пытается что-то вякнуть против режима. Игорь Владимирович, Да. Рубио сегодня отбивался на слушаниях в Конгрессе, поспорил там с одной демократкой по поводу помощи Украине. Ну, в общем, заявил, что США считают, что война в Украине отвлекает внимание и ресурсы Запада от сдерживания более серьезных угроз в Азии, например, заявил Рубио. И говорит, что страны НАТО не горят желанием передавать свои системы ПВО Патриот Украине, поэтому там какую-то дополнительную батарею, видимо, как-то вот они будут передавать. Вместе с этим поставки оружия, подтвердил, идут, но новых не будет. Ну, то есть Байден, который сейчас слег с раком простаты, его, в общем, супругу обвиняют в том, что она фактически чуть ли не умышленно это скрывала, а, соответственно, это все было во время президентства Байдена. Ну, говорят специалисты, известно. То есть это ведь, понимаете, в чем дело? Понятно, что это все версии, это все сейчас идет бурное обсуждение в Америке. Это вот как с вот этим пакетиком, салфеткой и вот этой ложечкой. Там Ну да, ложечка нашлась, но осадочек-то остался. осадочек, понимаете, осадочек того, что нами получается, как бы, да, ну не нами, там, европейцами в данном случае, управляют люди, которые там под зависимостью какой-то некой, возможно. То есть сомнение породила эта вся история. Здесь же Байден, получается, который вот это вот ездил в Украину, который вот, ну, это война Байдена, как говорит Трамп, он это делал, ну, как смертник. То есть он понимал, что у него рак, все понимали, или он не понимал, а окружение понимало. То есть это очень серьезная как бы деталь политическая, и карта политическая очень серьезная. Вместе с этим Рубио заявляет, что основная проблема в Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем. В этом, собственно, и суть проблемы. Поэтому это такая история вообще малоразрешимая. Мы сейчас видим трек стамбульских договоренностей и меморандума, да, о котором говорил Путин, разъяснял Песков. Две стороны напишут свои тексты, придут к одному, и там запишут перемирие, там пункты основные по мирному урегулированию. То есть, понятно, да, длинный, долгий вот процесс. Некоторые сравнивают уже с Минском-3. Что вы думаете по поводу, ну, этого мирного трека? Вот, по словам Рубио, это неразрешимая проблема. Смотрите, первое. Давайте по Байдену. Байден есть соучастником войны с Путиным. Я это не раз говорил. Это Байден рвал Будапештский меморандум. Это Байден встречался с Путиным и явно моргнул, пукнул, присел, не знаю, что он сделал. Простатой потрусил, но дал сигнал Путину, что можно. И я извиняюсь, никакого оружия никто не давал. И танки российские под Киевом, которые в грязи застряли, как сказал Трамп, то я знаю, как эта грязь называется, Дональд Фредович. Это джавелины называется, которые вы передали Украине. Ну, это так, на всякий случай. Вопрос в другом. Байден – это уже история. Нам же жить надо. Нам надо страну спасать. Нам надо людей спасать. Рубио абсолютно прав. Абсолютно. Вопрос неразрешим. И до осени он не разрешится. Вся
история с этим меморандумом – это пыль в глаза, пыль войны. Я говорил и повторюсь, ни Российская Федерация, ни власть Украины не заинтересованы в остановке войны. Причины разные, абсолютно разные. Если Российская Федерация не заинтересована, потому что они подготовились к весенне-летнему наступлению, если они перебрасывают войска, вчера в район Бердянска очень большое количество было переброшено по данным разведки, и на Сумском направлении концентрация большая, они готовятся и уже наступают, то украинская власть не хочет. Почему? Потому что если перемирие, то к ним тогда придут. И не только командиры, как мы проектировали, да, а придут многие и спросят: суки, почему вы в танке не сгорели? Под Бахмутом, Авдеевкой, Мариуполем и тому подобное. Что вы делаете? Потому что совершенно очевидно, что условия, если даже, ну, гипотетически подойти с точки зрения американских предложений, на которые русские не согласны. Ну, но они есть, да, американские предложения. Если с этой точки зрения подойти, то надо вернуться на 3 года назад в Стамбул, в тот же, посмотреть и охренеть, по большому счету. Потому что потерянные территории нам отдавали тогда область. Политика, дипломатические поражения, ну еще больше. Сумская область вообще не вспоминалась, как какая-то там буферная, чи серая, чи какая там, ну вообще не вспоминалась. И самое главное, 1 с хвостиком людей живы были. Понимаете? Я молчу про экономику, заводы, ну, молчу. 1 людей живы были. А еще 1 с руками-ногами были, без осколков в теле. И зеленые гниды четко понимают, что им нести ответственность за это все. И гарантии, которые они выпрашивают, да, ну, Запада, это относительные гарантии. Даже если их дадут, ну, сегодняшняя власть даст, да, там американская, чи британская, чи яка, а следующая забудет. А в Украине тоже власть поменяется. А начнется судебный процесс, а я возвращаюсь к тому, что мы говорили, что не обойдемся мы без трибунала. Эти люди, зеленые гниды, как я их называю, совершили военное преступление наравне с агрессором. Только агрессор напал на нашу страну, а эти совершили военное преступление против собственных вооруженных сил, собственной страны и собственных людей. И оценку надо и тем давать, и этим надо давать оценку. Правовую оценку в рамках международного права, Уголовного кодекса Украины, Конституции Украины, яка на паузі там в этом в офисе в Нужнике на гвоздике висит. Не, он показывает распечатанные эти... Ну да, это уже Видели? второй раз, да? Второй Да, раз. да, листы такие. Вот смотрите, это Конституция, говорит, там такая вот. Да. То она висела на гвоздике, это он снял ее, понимаете, это самое. Ну, не зря два из отцов Конституции, ну, 2 народных депутата, которые, и не последних, которые ее принимали,
это покойный Степан Илькович Хмара и, дай бог здоровья, Виктор Шишкин, первый генеральный прокурор, они же не зря назвали, что и еще ж до войны это было. Вы вспомните, когда Арахамия про деда Мопеда бегал там, рассказывал. Они же не зря назвали, что это могильщики Конституции, ликвидаторы государства. А с войной это просто турбулентный режим. И в этой мясорубке еще ж люди. Понимаете? Я выхожу на людей, которые занимаются обменом сегодня. И я говорю, есть там боец, есть там проблема, есть там здоровье, есть там преследование. Ну, понимаете, есть масса вещей, которые, если не первоочередным, но в одних там с первых рядов. Они говорят, да мы переговаривали, что мы теперь вообще на списки не влияем. Ну, то, что я вам говорю. Так а чего тогда мы добились в Стамбуле? Что это за делегация Не, Умерова? ничего, нас в очередной раз. А нам продают, мы поменяли 1000 чек. А я вам еще скажу, 1000 человек, большинство будет гражданским. По моей информации, вот я общался буквально перед эфиром с людьми, которые контактируют, это большинство будет гражданским. Не хотят военных менять, не хотят. Они диктуют условия, понимаете? А нам продают ФФО, гниды наши эти зеленые. Нам рассказывают, мы победили, мы там 1000 человек. Да я хоть одного, я за. Но не надо жрать, мы победили, когда нас поставили, в позу. И мы выполняем то, что, нам говорят. Хорошо, тогда, значит, мы должны выполнить и согласовать текст меморандума. А вы говорите, что это не будет сделано. Не согласуют. Это анекдот, это пыль войны, этот меморандум. Не согласует, ни Россия не согласует, ни он, ни зеленые гниды не согласуют. И то, что сказал Рубел, это главное препятствие. И единственный в мире человек, который может это препятствие попытаться, как-то остановить и согласовать, между сторонами, это Дональд Фредович Трамп. Но он, походу, устает, потому что бы он ни делал, он Краснов, он агент, он ИПСО, он хрен зна шо. От количества помоев антитрамповских, которые льются с инфопомоек банков, любой бы человек, вот вас бы поливали, меня бы поливали, я бы сказал, да идите, Вот сейчас это происходит. То есть, единственный человек, который может неразрешимую историю попытаться разрешить, чтобы зритель понимал, главное, несогласованность. Это не язык, о котором нам там рассказывают, бегают всякие притрушені, не церковь даже, другі притрушені, бегают. Ни история, даже не количество, это территории. Россия хочет вывод украинских войск с территории 5 регионов Украины, которые включены в Конституцию Российской Федерации. Украина хочет все, до наоборот. Вот вся история. Подождите, смотрите, здесь очень тонкая история, политически тонкая, и много лжи. Игорь Владимирович, вывод войск или отвод войск, это не означает сдача территории. То есть сам процесс. Если эти войска отойдут, это не означает, что придут другие и станут там по границе областных, админграниц. То есть всегда же есть, если это опытные дипломаты, всегда есть варианты, договориться, обсудить, скажем так, урегулировать.
И одни войска не сунутся назад, но и эти, скажем так, и территория будет под Смотрите, контролем Украины. Александр, вы абсолютно правы. Я вам сейчас скажу вариант компромиссный, который рассматривался, ну и который возможен, и который принесли Трампу, ну, грубо говоря, но который не хотят воспринимать никто, ну, ни одна сторона, ни вторая. И начинает, выведи, отдай, ну, понимаете, и не только со стороны, ну, России, допустим, выведи. То, что не оккупировано, ну, то, о чем Рубио говорит. А так само Украина говорит, нам отдайте это. Американцы говорят, ну, они не отдадут, а вы не можете забрать, ну, физически. Ну, давайте быть честными, мы не можем сейчас физически отвоевать Донецк. Ну, вот хоть в Присядке танцуй, хоть в Долоне, Луганск не можем. Понимаете, да? То есть это сам. Вариант, который принесли Трампу, выглядел приблизительно таким образом. В России будет Херсонская губерния, а в Украине будет Херсонская область. И по линии разграничения отвод войск, то, о чем вы, ну, вот намекали, то есть не вывод там, передача, да, территории, а отвод войск и область, допустим, разделенная на две части, никто не нападает, но войск нету, понимаем, да? Тоже с Запорожской областью, тоже с Донецкой, ну, с теми областями, которые не оккупированы полностью. Этот вариант был положен на стол Трампу. Трамп его предложил. Русские сказали, мы будем думать. Украина сказала нахер. В результате русские только услышали нахер, ну хорошо нахер. Ну, понимаете, да? То есть все. Потом перед Стамбулом опять это все, ну, в Стамбуле опять. Вы же видели то количество фейков, которое было запущено через западные СМИ, которые читались вот черным по белому, что это фейк. Или красным по белому, как угодно. Вот просто. И по территориям, и по переводчикам, и по всему на свете. В конце концов придумали, что убежал переводчик, хотя он военный был, понимаете? Ну, то есть уже со всех, ну, понимаете, со всех сторон все разведки мира выдумывали вот эту историю о том, что надо переводчик с украинского на русский или с русского на украинский. Потом оказалось, не надо, на русском говорили, все понимают. Притом, вот смотрите, я веду, вы знаете, я веду полностью один из моих каналов, полностью украиномовный. У меня процентов с 10 люди смотрят с Российской Федерации. Все нормально. Ну, понимаете, я единственное предупредил, что если кто-то будет писать там мойва или коровий язык, ну, понимаете, да, то я буду, ну, банить, все. И все, после этого все спокойно. Процентов 10 людей смотрят, прекрасно все понимают. Ну, а русские понимают, ну, тем более, потому что изучали практически. Но проблема была создана, вкинута. Тоже с территориями, понимаете, да? Никто не хотел мира. Я говорил перед Стамбулом, ничего не будет. Стамбул 2.0 закончится еще большим фиаском, чем Стамбул-1. Потому что Стамбул-1 имел окончательный документ, который потом не дали подписать. Но это уже история, как бы, но он был наработан. А тут ничего не было. Обменялись. И все. Потом мне говорят, сейчас Трамп позвонит. И это что-то решит. Я говорю, это может решить только одно.
в определенный момент Дональд Фредович скажет: ребята, я ухожу с переговорного процесса. И это станет проблемой для Украины. Это не для России станет проблемой, а для Украины. Вот эти все трехрублевые, именно рублевые, дамы легкого поведения, это я о европейских так называемых лидерах, им завтра запустят газ и сделают скидку на $100 российский. И они будут аплодировать. Эти Мерцы, Стармеры, Макроны. Если кто-то думает, что ситуация в Румынии, ну, с выборами, она повлияет на тенденции в мире, нет. Это частный случай. Я уверен, что если бы не был снят, ну, кандидат изначально, выборы были бы за правыми. Польша нам сейчас демонстрирует, что суммируем, правый кандидат побеждает, Навроцкий становится президентом. Тут, кстати, по Польше, Александр, хотел бы обратить внимание, потому что это очень важный, ну, фактор, который сейчас будет. Сейчас будет польская антиукраинская истерия. Я всех вот сразу предупреждаю в эфире. И прошу никого даже не реагировать, не рефлексировать с украинцев. Только выборы пройдут, это все закроется. Почему? Потому что около 20-25% избирателей отдали свои голоса за представителей конфедератов, которые антиукраински настроены. И сейчас и Шаховский, и кандидат от ПИСа будут бороться именно за этот электорат, Александр. Естественно, упражняясь в том числе в антиукраинской риторике. Но виноваты в возникновении антиукраинской риторики зеленые гниды и лично Владимир Александрович Зеленский. Если кто-то не знает, то я открою тайну для зрителей. Зеленский в обмен на поддержку Германии по просьбе Шольца and Company кинул человека, которого обнимал, целовал, там, ну и так далее, Анджея Дуду, и поддержал его оппонента Дональда Туска, ну его партию, громадянскую платформу. Немцы пообещали за это помощь военную. Что и происходило. Естественно, у поляков, которые это понимают, ну как они к этому должны относиться? Вот я бы на их месте как бы относился? Ну, это я не говорю там про Сольских, аграрную историю, когда ввалили рынок Польши аграрный, мародеры эти, коррупционеры и тому подобное. Это не говоря об этом. Это то чисто на людском уровне. Вот это, кстати, как он поступил с Дудой, ну, Зеленский, это вот каждый международный лидер, которому он свою ручонку протягивает и обниматься лезет, вот каждый должен это помнить, понимать и знать, что придет момент, и он за 30 автоматов, 2 танка и 1 гаубицу, половину из которых продадут, ну потом, он продаст этого лидера. Вот и все. Вот все, кому лезет обниматься, они должны пример Анджея Дуды знать. Игорь Владимирович, ну, если мы там говорим о поляках, да, ну, я не могу венгров вспомнить. Еще 2 шпионов нашли украинских. Венгры. О, это, слушайте, блин, Александр, хотел записать ролик, но подарю вам. Уникальнейшая история. Из разряда, у меня она выходит под рубрикой
Жаба Гадюкин. Как жабы гадюк или гадюки жаб. История эта увлекательная началась не с двух шпионов, но к ним мы придем. Она началась с эвакуации с Украины Дениса Комарницкого, которого по просьбе такого себе предпринимателя Андрея Шкеля эвакуировал такой себе руководитель Департамента стратегических расследований Рубль. Его люди. Но для прикрытия взяли двух СБУшников. Ну, СБУшники левые, вот вы же видели расследование Ткача, да, они ехали, там, машина груз-200. У них там с удостоверениями, ну, таке, третья вода на киселе. Были там около СБУ, получили якісь ксивы и тому подобное. Но потом Миша Ткач, который находится на зарплате в Шкеля, который пиарился на, помните, Майбах? Майбах разыгрывал Шкеля. Он взял, макнул в дерьмо СБУшников, ну, чтобы отмазать рубля. И это самое, и все. Но так как эвакуация происходила через Закарпатскую область, то без местных товарищей это сделать нельзя. А кто местных товарищей? Микита, бывший глава областной администрации, который сидит в офисе президента. А теперь трам-парарам ваши два шпиона. Оказывается, это люди Микиты. После того, как Миша Ткач макнул фактически Василия Васильевича Малюка, ну, лицом, понимаете, куда, тот расстроился и поймал шпионов, которые по дивному совпадению оказались людьми Микиты. Тогда Шкиль плюс этот Рубль и вся эта компания достают видео, известное вам, которое было снято 1 марта, которое снимали оперативники этого же Департамента стратегических расследований, которые снимали в ресторане Фру-Фру, который принадлежит по реестру, можете даже сейчас, пока я рассказываю, зрители забить, ну, посмотреть реестр, принадлежит супруге Рубля, ну, ДСРовца этого. Снимают там 3 СБУшников, говорят, было 4, но я пока, у меня нету по 4-му, ну, точных подтверждений. Лойв, Витюк, ну, известный Артем Шил. Притом, говорят, 4-й и Лойв, который был действующим, сидели за столом с вором в законе Умкой и вели себя как недоумки. Подсанкционный вор в законе, ну, он под санкциями, как и вот. И тот, кто вносит санкции, сидят, отмечают день рождения одного из учредителей Паримач. Ну, и это все дело вывернули, показали. Естественно, Зеленский по потолку, как мне говорили, ходил. Потому что этот Умка еще на спецталоне, кстати, все замолчали. Никто не хочет рассказать, кто выдал спецталон. И кому выдали. По моей информации, одна из силовых ведомств обратилась у нас в полицию со списком, они так обращаются, ну, чтобы секретно было. И по этому списку был выдан, ну, этот спецталон. Потому что спецталоны выдает только национальная полиция. Когда этот скандал прошел, когда Умку посадили, я до сих пор, кстати, разбираюсь, хочу понять, ну, за что ж его посадили. Не за то, что он по спецудостоверению ездил, это ж не подделал он, а, ну, кто-то ждал ему.
Вот. Значит, после этого, хоп, и в Нацгвардии, вы видели, да? Коррупционеров в самом руководстве наживались, продавали, деньги резали, рубали. Скажете, ну это ж НАБУ, при чем оно к этой истории? Да может и ни при чем, но оперативную разработку НАБУ с СБУ. А венгры где? А венгры сидят. Это самое, сидят. Венгры, Микитині люди сидят. А в оконцовке, это уже заканчиваю длинную историю Жаба Гадюкина, этих правоохранителей, и поставлю вопрос вам, не про венгров. Значит, нацгвардейцев этих, ну, закрыли, они же под МВД, то есть это другая структура. А в ответ МВД через день накрыло 40 нарколабораторий. Слышали, да? То есть, которые крышевали там люди, близкие к тем СБУшникам, которые были на дне рождения. Вот такая заковырочка. У меня к вам вопрос, не по венграм, а война где? Нет, все как в мирное время. Очень интересная, Александр, увлекательная а история. война где? Вроде бы ее нет. Да. Понимаете? Людей нахер на Теткина на смерть. Якусь хату под Покровском стерегти, чтобы убили. Понимаете? А вот тут вот, ну это не просто Жаба Гадюкин, это гниль. Это просто зеленая гниль, которая вываливается с государственного организма. По-другому сказать нельзя. Каждый день мы наблюдаем, як одни, вторых. Ну и отвечая на вопрос о венграх, уже ж дошло, что это же на международный уровень вышло. Ну, шпионы. А там дипломатов в Будапеште нашу, ну, приняли. А там войска подъехали, нам начали рассказывать с вами, что мы фейки, ну, распространяем. Понимаете? А там, ну, то есть люди, обремененные властью, люди, за которых 73% отдали голоса, фактически просто вот этой длинной истории, что я рассказал, шпионами, ну, венгерскими и тому подобное, они просто угандошивают до конца страну. Просто добивают, додемонтируют. Я думаю, что у них есть план. План очень простой. Мое мнение, может я ошибаюсь. Я думаю, что план такой. Они будут воевать, пока могут воевать, а потом хотят, чтобы государство было демонтировано. И под пеплом все их делишки, баблишки, ну и тому подобное, все зарело, а они себе где-то там жили. А что В такое рабстве. государство демонтировано? Смотрите, вы не первый, кто высказывает эту версию, и прям а, она прям напрашивается, что финал должен быть трагический, патриотический. Ну, условно, россияне, вот это там вошкаемся с этим меморандумом, потом они подгоняют войска под Киев, правительство, Верховная Рада разбегается, переносится в какой-нибудь Львов, оттуда Они пытаются... обсуждали это. Они это обсуждали. Я знаю, на некоторых пьянках зеленые гниды это обсуждали сами. Что они будут воевать все равно. Мы перенесем еще и по атомным станциям, ну, ударим, если что. Вот, ну так, смотрите, непонятен тогда вот этот шаг. Что значит демонтаж государства? Прекратит существование. Как? Ну, как в 2020-2022 году. Как? Путем оккупации, как УНР прекратила существовать. Будет, зайдет какое-то правительство, ну, условное, и проголосует за присоединение к Российской Федерации там на каких-то автономных, ну, каких-то этих моментах, все. Они к этому ведут. Они страну не защищают.
Они зарабатывают, рубают бабло ценой жизни у миллионов граждан. Ну да. Вся А мы 400 миллиардов не хватает, 400 миллиардов на армию до конца года Ну тоже. да. И А, тоже не хватает, это тоже один из элементов, Александр. Понимаете? Это ж хватало, хоп, и не хватает. Да, друзья, подведем итоги нашего опроса. Доверяете ли вы Зеленскому? 2% сложно сказать, 3% доверяю, 19% не порчу результат, посмотрю итоги, и 76% не доверяю. Вот такой итог. Хочу отметить, что недавно смотрел голосование на телеграм-канале Дубинского, то Швабра побеждала Зеленского приблизительно с таким же результатом. Швабра, да. Швабра, да. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Все, может, не поместится, но будем стараться. Режим Блиц для Игоря Владимировича. Поехали. Шустер спрашивает. Сначала сообщество YouTube. Вы жалеете, что несправедливо угрожали крымчанам в 2014 году? Будут ли извинения? Смотрите, я не угрожал крымчанам никогда. Я крымчанам никогда не угрожал. И если вы имеете в виду поезд дружбы, то, что из него сделала пропаганда, это совершенно другие вещи, о которых я говорил. Крымчанам угрожал. Понятно. Дальше. Здравствуйте, Александр Игорь. Два вопроса. Украинцам не надоело еще позориться, к примеру, с историей, с переводчиком, дресс-кодом, Стародублевым, Умеровым, с перемогами и написание имен собственных с маленькой буквы и многое другое. И второй вопрос. Как думает Игорь, в случае гипотетической остановки на линии разграничения, на какой стороне этой линии захотят остаться украинцы? Давайте с конца начну. Значит, я думаю, что почему власть не хочет остановки боевых действий? Потому что украинцы останутся на своей половине. Только зеленый гнид будут давить, топтать, гнать стяными тряпками, как у нас говорят, и сраными вениками. Поэтому и под суд многие пойдут. Поэтому отвечаю, останутся где есть, но изменения будут. Они из-за этого войну не хотят останавливать. Они понимают, что им все, кранты. И первый вопрос. Смотрите, каждый случай, который вы назвали, надо разбирать отдельно. По переводчику мы говорили с Александром, это чистый фейк, никто там переводчиком не пользовался. По Умерову, а кого, как не агента трех разведок, назначить главой переговорной группы? Понимаете? Не такой же позор. Поехали. Это означает, что первый не записался или что-то не то они там записали, а нам Да, показали вот этот дубль. поехали. Понимаете? То есть позор Умерова, как только его назначили, я записал видео, оно есть у меня на ютубе, можете зайти посмотреть. Это не просто зашквар, это гиперзашквар его назначения. Человек, который подозревается его ведомство в разворовывании миллиардов гривен на закупках вооружений. Понимаете? Его соратник, это Джедмудинов, туда же. Его семья, его центр жизненных интересов находится в другой стране, притом много-много лет, 10 лет уже скоро будет. Да, значит, Более, более того, со всем уважением, что украинца не было. Юрій Кохан, питання гостю. Для чого в багатьох школах Львову викладають польську мову дітям? Це признак майбутнього приєднання до Польщі?
Ні, це не признак майбутнього приєднання, це признак того, що готують поломоєк для Польщі. Насправді я прихильник того, щоб людина знала якомога більше мов: російську, польську, угорську, англійську, французьку, італійську, іспанську. Чим більше знає людина мов, тим краще. Але питання в чому? Поляки масово зубрять англійську, виїжджають в ту ж Британію та країни дружні, співдружності британської, так, ну, британської корони, будемо говорити. А на їхнє місце заїжджають українці. От такі от реалії. Угу. Значит, здравствуйте. Зеленский говорил, готов договариваться с чертом лысым, но приехав в Стамбул, не стал вести переговоры. Он даже не приехал в Стамбул, в Анкаре был. Людмила Тарновская спрашивает, как вы думаете, почему и считаете ли вы его договороспособным? Зеленський недоговороспособний не те, що з Путіним, він недоговороспособний з Трампом. Він вміє брехати, лизати, підлизуватись, розповідати, але договороспособності немає і не буде, тому що війна для зелених гнид – це спосіб виживання, це середовище їхнього виживання. Угу. Виталий, добрый день, Александр и Игорь. Вопрос. Как вы считаете, Владимир Александрович уже вызеленил себе румынские выборы? Заранее спасибо за ответ. Дивіться, дуже схоже на те, що так, і іменно плюс-мінус по сценарію румунського. Що я маю на увазі? Як ми бачимо в цьому опитуванні, яке Олександр, власне, Кстати, мне тут в чате пишут, что говори количество, 11 тысяч проголосовало, друзья, и вот 70, сколько там, 6%? Александр вот говорил о опросе, да, это самое, не том, что в чате, а опросе, которое КМИС, да, по-моему, его там Да, КМИС. пихал. И там отсутствовал Залужный. И был Мураев. Ну да, это самое. Ну, еще можно Николая Яновича Азарова записать. Это тоже как бы. Значит, и цей. И ситуация выглядела приблизительно таким, ситуация выглядит приблизительно таким образом. Основного кандидата нет, ну кто-то будет оппонировать, но это ж кто-то, понимаете? И это кто-то может закончиться точно так, как в Румынии. Но на самом деле, ребята, все выглядит намного проще. Делаются реальные замеры. Не те, которые нам показывают в этих фейковых соцопросах 73, 74, 70 там сколько-то, а реальные. Они реально понимают, что их тихо ненавидят. Они реально понимают, что если тотально не сфальсифицировать, то вынесут, политически вынесут, а потом юридически, а потом уголовным преследованием. И поэтому никто не хочет идти ни на какие выборы. Плюс я хочу вас всех, друзья, успокоить. Если нам, дай бог, удастся сохранить государственность, и мы доживем, дай бог, до выборов, то это будут, наверное, самые честные выборы в истории Украины. Объясню вам почему. Это будут поствоенные выборы. Они будут однозначно проходить в результате мирного договора. Мирный договор будет. Какой он будет, это уже второй вопрос. И, соответственно, вы представляете, если за выборами наблюдает Америка, Россия, Британия, Евросоюз, Китай и весь мир.
самыми разными интересами. Ну, там мышь не проскочит. Поэтому они, может, и хотели бы сейчас прыгнуть, ну, в вагон. Но для этого ж поезд надо остановить. Военный. Константин, приветствую, уважаемый. Вопрос к Игорю. Видел ли он сегодня видео удара баллистикой Искандером по Сумам, где военнослужащие передвигались строем? Пишут, 70 погибло. Не видел. Если у вас есть подобное видео, скиньте, пожалуйста, мне в личный. Да, телеграм-канал Игоря Владимировича в описании к этому видео, к этой трансляции. Вот такой вопрос от Глеба. Да? Игорь Батькович, прямой вопрос. Вы за мир на условиях, которые выдвигает Россия, или нет? Спасибо за откровенность. Смотрите, я за мир в результате переговоров и договоренностей. Любой мир, если это мир, а не капитуляция, если это должен стать результатами переговоров. Уступки должны быть, если мы хотим результата мирных переговоров с обоих сторон. Денис Смирнов, добрый день. Скажите, что слышно об Игоре Коломойском? Игорь Валерьевич Коломойский сидит в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Сидит на общих основаниях. Насколько мне известно, ему, правда, разрешили в камеру, в одиночке сидит, в камеру передать холодильник и микроволновку. Пару раз в неделю его выводят в баню. Из-за этого он остригся. Ну, как кто-то, ну, видели, наверное, фотографии. Ну, телевизор там, естественно, есть. Связи у него нету, но при общении с адвокатом за пределами СИЗО адвокаты дают ему телефон, забрать который, ну, не имеют права конвоира и тому подобное, поэтому какая-то связь, ну, у него все-таки есть. Вот приблизительно вот такая история. Продавать он ничего не хочет, это я точно знаю, потому что там некоторые хотели грабить его, грабят. Вот банк, я о Монобанке, который звезданули, выводят сейчас на Кипр, ну, перерегистрируют. Великий патриот, хозяин Монобанка, ну, фунт, который им владеет, который на ядерку собирал, Гороховский, он решил, да ну нафиг эту страну воюющую, зачем мне налоги платить? На Кипр, батенька. Да. Кристина Мина, добрый вечер. Дамы и господа, вопрос к гостю. Почему нет военкоров в Украине? Бутусова не предлагать. Спасибо большое. Военкоры на самом деле есть, но нету площадок, им запрещают делать площадки. Они делают репортажи, есть много журналистов на линии, снимают много материалов интересных, но если ты их выложишь на площадку, то завтра ты будешь не журналистом на фронте, а ну там возле Игоря Валерьевича где-то в соседней камере. Денис, почему наших политзаключенных не выпускают уже долгое время? Неужели это будет вечно продолжаться? Спасибо. Денис, как политзаключенный по собственному опыту скажу вам, пока не пойдет режим, никто никого не выпустит, успокойтесь. А если выпустят, то по какой-то договоренности, как в свое время там Юрия Витальевича Луценко, он раскаялся, его выпустили. Мирослав, здравствуйте. А сами украинцы, те, которые хотят тут жить, хотят в НАТО? Их будут спрашивать? Ну, еще раз, смотрите, вопрос вступления в НАТО должен рассматриваться на референдуме. То есть, естественно, должны спросить. Но тут же вопрос даже не в этом. Тут вопрос в том, что в нарушение декларации о государственном суверенитете, преамбулы,
В результате, как Тупицкий, глава Конституционного суда, сознался в интервью мне, в результате политика правового решения Конституционного суда, вдумайтесь, политико-правового решения суда, в Конституцию были внесены изменения. У нас сейчас Конституция начинается словами «Украина там є там нейтральна, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду». И тут же есть статья о стремлении в НАТО. То есть у нас одна фактически противоречит второй. Поэтому то, что рассказывает Зеленский, это все, я думаю, что мое личное мнение, в результате мирных соглашений, дай бог, они будут именно мирные соглашения, нормальных, с нормальным правительством, Конституционный суд повторно рассмотрит этот вопрос, и с Конституции это будет изъято. Более того, я вижу Украину нейтральной по типу Австрийской республики. Так, значит, Синяя Борода спрашивает, скажите, Игорь, чего нужно ожидать той матери, которая учит своего ребенка ненавидеть, не любить других детей? И что ждет того ребенка в будущем? Спасибо. Ну, смотрите, на ненависти нельзя воспитать никого и ничего. Воспитывают на любви, воспитывают на уме, воспитывают на всем, что угодно, но только не на ненависти. Это я точно знаю, это я точно понимаю, это я видел сам. Ненависть порождает только ненависть и разрушение. На ненависти невозможно никого воспитать. Любая, самая хорошая идея, если она пропитана, подпитана, взращена на ненависти, она умрет и убьет все вокруг. Петр Скоморохов, вопрос. Мы знали правителей оседлых, мы знали правителей в изгнании. С недавних пор мы узнали правителя в разъездах. Укоренится ли подобный статус правления в мировом политическом будущем? Смотрите, ну я бы это так стёб больше это самое. Смотрите, на самом деле иностранные визиты это нормальное явление. Главное, чтобы цель была И костюмчик сидел. и результат. А, допустим, вот история, ну, я понимаю, когда Рубио говорит, это же классно, Папа Римский хочет переговоров в Ватикане, мирных, мира. От Рубио я понимаю, потому что он католик. Но я не понимаю, а как два православных государства будут вести переговоры о мире между собой на территории католического, не просто государства, а религиозного государства, где правитель государства фактически возглавляет церковь. Ну, я вообще, честно говоря, там имею свою теорию по поводу визита там Зеленского, не буду сейчас делиться. Это там, где он икону подарил? Ну, где он икону, да, подарил, где там это С самое. собой маленьким. Мне кажется, что все идет к тому, что этот парень готовит какой-то очередной шаг по типу новой унии. Ну, то есть окатоличивание, да? Вы имеете в виду? Да, 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 да. Притом, ну, мы можем долго говорить на эту тему, оно проходит разными путями, например, за границей. Вот понимаете, обычный обычный украинец находится за границей. Православного храма нету. Или есть российский, в который он не пойдет. Он идет в католический храм, приходит,
Приходят там и говорят, а что ты не идешь к причастию? А все, кто верующие, понимают, что причастие это самый главный обряд в жизни христианина. Он говорит, ну я не постился, я покушал с утра, я не могу, ну, идти к причастию. Православие этого не позволяет. Ему говорят, такая у нас храм католический, у нас это самое. Вот, за час ты не ел, ну, перед причастием, подходи, и все. И человек смотрит, так проще, так, ну, понимаете, да, и все, и все, и все, и все. Я думаю, что когда подписывал Томас Варфоломей, они понимали, что война большая будет, и будут беженцы. Поэтому там есть пункт об отсутствии церквей ПЦУ за границей. Да, есть такой Иди, пункт. иди или к грекам, или к католикам. Да, значит, как раз можете спросить у Мосейчука, кто-нибудь может Зеленскому предъявить госизмену? Да, будущий генеральный прокурор Украины предъявит, я больше чем уверен, и ни одному ему. Павел Кролл. Вопрос, что с Еленой Бондаренко, жива ли она, где она? Я не знаю. Ну, я как бы тоже очень вскользь знаю. Ну, смотрите, то, что там Мураев рассказывал, что она в СИЗО, он там, во-первых, с, ну, перепутал с Бережной. Бережной, да. Да, то есть, поэтому с Еленой Бондаренко все в порядке, она жива. За пределами Украины. Значит, так, друзья, шум будет. Значит, 21:15. Вопрос Игорю. Скажите, как видите, что делать и как жить Украине, если России не стало, памятники снесли, всем запретили говорить по-русски, что дальше? Хороший, кстати, такой вопрос от Антона Кузьмина. Ну вот смотрите, нет, вот испарилась Россия, все говорят по-украински, все, памятников нет, все, там церковь одна, все, а дальше что? Смотрите, целью любого народа, любого общества есть построение государственного механизма, который будет давать ему возможность развиваться и увеличивать благосостояние, благость. То, что вы сказали, возможно ли это? Ну, чисто фэнтези, да. А чисто в реалии мы возвращаемся к моему давнему предложению, которое я сейчас повторю вам. Я предлагаю, и я уверен, мы без этого не обойдемся, после того, как пойдет диктаторский режим узурпатора Зеленского и его зеленый гнид, ввести на 25 лет мораторий на обсуждение и принятие решений по вопросам, которые разделяют украинцев. И в первую очередь это вопрос языка, вопрос веры, вопрос исторической памяти. Историей должны заниматься историки, церковью святые отцы, а языком филологи на чисто профессиональном уровне, а не с экранов телевизоров, чтобы будоражить людей. Нокс, пользователь с вопрос. Саша, здравствуйте, уважаемому гостю вопрос. Как думаете, украинцы и русские помирятся после того, как зеленые гниды уйдут на покой? Смотрите, друзья, я вам сейчас приведу один пример. Очень много горя, очень много крови, очень много ненависти. Но разве меньше было всего в 45-м, 1945-м? Больше. С немцами общаемся. Сколько украинцев сейчас в Германии проживает?
Поэтому вопрос надо ставить по-другому. Украина, это, кстати, к вопросу фэнтези, да, который, ну, звучал, вы озвучивали, Александр. Украина не улетит на Марс от Российской Федерации. А Российская Федерация не улетит на Венеру от Украины. Мы судьбой и Господом преопределены жить по соседству. Царь, просто царь-пользователь. Должны ли нести ответственность те, кто не выполнил Минск? Да. Друзья, всем большое спасибо. Значит, ну, тут уже вопрос, надо ли ставить вопрос, так, простят ли вас русские. Тут, ну, это начинается. Украинцы простят, русские простят. Все равно, знаете, как перемелется мука будет. Но просто что... Александр, с вашего разрешения, я, по-моему, уже эту рассказывал историю, но расскажу еще раз. Вот представьте себе двух соседей, которые поссорились между собой, бьют морды друг другу, заборы поломали, хаты друг другу подожгли. Бьют морды друг другу, юшка, кровь летит в стороны. А соседи бегают и говорят: помиритесь, помиритесь, помиритесь. И в это время заскакивают в хату одного, хоп, телевизор вынесли. В хату другого, хоп, ковер потянули. Ну и так далее, и так далее. Поэтому следите за руками, друзья. Да, спасибо большое вам за внимание, уважаемые зрители. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, напишите пару добрых, хороших комментариев. Игорь Владимирович, благодарю за время и мысли. Александр, благодарю вам, благодарю наших уважаемых зрителей. Друзья, давайте, что бы ни происходило, сбережем нашу страну, сделаем ее великой, мирной и процветающей. И будем жить. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся совсем скоро. Не переключайтесь.